Приветствую, друзья! Кроме довольно заводных по характеру динамических наушников D13, компания Shure выпустила еще и пару чисто планарных решений. Обычные S12 были несколько ярковаты, оттого производитель решил сделать работу над ошибками, в результате чего представил куда более сдержанное S12 Pro. Но сдержанность в данном случае стала чуть ли не основой характера данных наушников. Получилось, конечно, очень любопытно, но подача явно не для всех. О них сегодня и говорим. Поехали! Пришли наушники в небольшой картонной коробке с изображением героев обзора, логотипом Hi-Res Audio и подробным списком характеристик с обратной стороны, из которых мы узнаем о чувствительности равной 102 дБ и импедансе в 16 Ом. Опять же удивляет верхняя граница частотного диапазона, равная 20 кГц, при минимальном значении для прохождения Hi-Res сертификации в 40 кГц. Следовательно, или здесь 40 кГц, или значок Hi-Res нам просто нарисовали. Дважды, как говорится, на одни грабли. В комплект нам положили рекламный буклет компании, инструкцию, две непонятных карточки, вот такой вот черный фирменный кейс из кожзаменителя, пластиковый бокс с пенками и два набора силиконовых амбушюр разного цвета и материала. Кабель тут довольно толстый, тугой, с плотными такими заушинами и прямым модульным штекером на 3,5, 2,5 и 4,4 мм. Используйте, как говорится, по ситуации. Аппаратура показала сопротивление каждой из его жил равным 0,160 Ом, что очень даже достойно. Чашечки по габаритам небольшие, полностью сделаны из металла, с компенсационным отверстием на внутренней части и расположенным там же довольно коротким звуководом. Чего-то особенного в плане дизайна модели, видимо, решили не придавать, так что смотрится она весьма спорно. Зато очень неплохо сидит и обеспечивает нужный уровень пассивной звукоизоляции. Вот так вот, друзья, это все и выглядит. По измерениям тут чуть более продолжительный относительно нормы импульс, небольшие расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие целых 2,8%, что, честно говоря, довольно-таки много. Фаза ведет себя естественно, а затухание на 30 и 60 дБ соответствует примерно 76 и 98 миллисекундам с легкими возмущениями в нижней части спектра. Разницы между амбушюрами я лично особо не увидел. Ну а вообще АЧХ здесь имеет подъем низких частот на 10 дБ с плавным таким заходом на середину. Аналогичная амплитуда выделения области разборчивости на 2,5 кГц и классический уже пик на 8 кГц для усиления резкости звучания, являющийся к тому же здесь максимальной точкой на графике. После чего частоты аккуратно ослабляются, убирая лишнюю яркость и резкость. Подачу же здесь я бы выразил как тяжелую до брутальности мрачную, с хорошим таким плотным телом и уклоном в макродинамику. Это точно не вариант для чего-то позитивно-ритмичного или же романтического. Тут реальность наваливается как она и есть. С немного тусклыми, но очень реалистичными образами и неплохой прорисовкой нюансов. Думаю, очевидно, что в силу природы излучателя S12 Pro требуется довольно высокая мощность, однако данная модель любит еще и высокий уровень громкости, при уменьшении которого звук мгновенно теряет весь свой запал, энергию и драйв, превращаясь во что-то совершенно невыразительное и плоское. Так что с S12 Pro вам придется непрерывно зажигать, выкручивая уровень, если не на максимум, то на довольно приличное значение. Ну и пуститься в пляс с данными наушниками мало кому придет в голову. Скорее сесть и внимательно вслушиваться в имеющийся материал. С насадками тут тоже не все так просто. Белые хорошо так подсвечивают верха, но при этом сильно режут басы, а черные, наоборот, очень басовитые, но сильно зажимают по высоким частотам. В результате мне опять пришлось обратиться к набору KBR-07. Вот с ним всего было в достатке. В плане стилистики каких-то прямо критических ограничений не вижу. Разница лишь в том, что та музыка, которая в других наушниках просто взрывает эмоции, ноги сами просятся в пляс, здесь будет наполнена серьезностью
серьезностью и чувством такого преодоления, словно песня о родине или о суровой доле трудового человека. Не скажу, плохо это или хорошо, но настраивают наушники именно на такой лад, словно прорываешься через некоторое препятствие. Объяснить этот эффект на самом деле просто. Чуть зажатая выразительность и неспособность модели выплеснуть всю бурю эмоций, заложенных в композиции. Оттого и это ощущение тяжести и некоторая суровость в музыкальной картине. Мне лично такое не очень нравится, слишком уж давит, но уверен, найдутся ценители и подобного характера звучания. Те же рокеры, металлисты и фанаты всякой мрачной электроники. Плюс еще важно отметить, что S12 Pro сильно в микродинамику не умеют. Оттого нюансы, хотя и неплохо прослеживаются. Более того, здесь очень достойного уровня разделения. Однако в случае достаточно сложного взаимодействия схожих по частоте тембров, различить один на фоне другого становится не то что сложно, порой они сливаются в одно. То есть это вариант не для какой-то сложной оркестровой или же другой академической музыки. К ним лучше выбирать контент попроще. Блюз, рок, какой-нибудь клубный джаз, фанк или что-то вот другое в этом ключе. Но из источников выбирайте что-то от 500 мВт на 32 ума нагрузки или даже выше. С чем-то маломощным планары могут звучать по-настоящему жалко. Так что это едва ли вариант для смартфонов и мобильных ЦАПов, скорее для стационаров или чего-то на собственном встроенном в корпус аккумуляторе. А это, как вы понимаете, в значительной мере ограничивает их использование. Вот такие они суровые, на мой взгляд, чрезвычайно требовательные. В остальном же здесь довольно глубокий и техничный бас, немного черствая, но довольно-таки музыкальная серединка и в меру продолжительные, сверхкомфортные, высокие частоты. По настройке тут все на высоте, жалко эмоции в прямом смысле зажали. Зато есть интересное такое ощущение сострадания композиции. Сравнить их мне, собственно, не с чем. Все остальные из планаров звучали совершенно иначе. Лучше или хуже, тут кому как, но однозначно по-другому. Итогом почти 15-миллиметровые планарные наушники Shure S12 Pro имеют суровый, но довольно качественный кабель, брутальный дизайн без каких-либо изысков и столь же тяжелое в плане эмоциональности звучание. С неплохой прорисовкой, макродинамикой и капелькой страдания в душе. Из минусов отмечу очень высокие требования громкости и усилительной части, а также абсолютно неподходящие к модели насадки. Для всяких мрачных, агрессивных и тяжелых жанров то, что доктор прописал. Позитива с данными наушниками вы едва ли получите, зато, как говорится, настрадаетесь на полную. Уж очень все задушевно звучит. Конечно, не то, что я люблю, но вполне могу понять тех, кто буквально визжит от их подачи. Получилось реально интересно и, так сказать, максимально жизненно. А на этом у меня все. Это были планарные наушники S12 Pro от компании Shure. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь, жмите лайк и присоединяйтесь ко мне во ВКонтакте и Телеграме. Там много всего интересного. Собственно, пока.